Привет! Знаете, какая самая большая ложь в мире стартапов? Она звучит так: просто начни заниматься тем, что любишь, и деньги придут сами. Это полная ерунда. Если вы любите вязать шапочки для котов, это не значит, что миру нужно 10 тысяч таких шапочек. Каждый год тысячи людей увольняются с работы, берут кредиты, открывают свои кофейни мечты или цветочные лавки с душой, а через 8 месяцев закрываются с долгами и ненавистью к предпринимательству. Почему же это? Потому что они выбрали идею, а не бизнес. Сегодня я не буду рассказывать вам, как медитировать на успех. Я дам вам четкий алгоритм из 4 фильтров. И если ваша идея пройдет через все 4, у вас есть шанс построить империю. Если споткнетесь хотя бы на одном, то лучше выбросить ее в корзину прямо сейчас и сэкономить пару миллионов рублей и 3 года жизни. Досмотрите до конца, потому что в финале я дам вам схему, которая превращает хаос в голове в четкий пошаговый план. Поехали. Давайте разберем типичную историю. Назовем нашего героя Алексей. Алексей работал в найме, устал от начальника и решил: я обожаю крафтовое пиво, я знаю о нем все. Открою-ка я свой бар. Он находит помещение в тихом районе, потому что там дешевле. Делает ремонт для себя, кирпичные стены, дорогая мебель, закупает 20 видов редкого эля, открывается и тишина. К нему заходят 2 соседа, которые просят просто светлого за 100 рублей. Через полгода Алексей продает оборудование за бесценок. В чем же его ошибка? Алексей совершил классическую ошибку. Он решал свою проблему, а не проблему рынка. Ему хотелось иметь место, где он сам мог бы сидеть и пить эль. Но рынку в этом районе нужно было либо дешевое пиво, либо вообще продуктовый магазин. Запомните правило номер 0. Бизнес — это всегда обмен решения чьей-то боли на деньги. Если боли нет, то и обмена не будет. Прежде чем вкладывать деньги, задайте себе вопрос: какую конкретную мозоль я лечу? Люди не покупают дрель, им нужны дырки в стенах. Люди не покупают курсы по английскому, они покупают возможность работать в зарубежных компаниях или выйти замуж за иностранца. Бонжур, ёпта. И если вы не можете сформулировать боль клиента в одном предложении, у вас нет идеи для бизнеса, у вас есть хобби. Переходим к практике. Первый фильтр – спрос. Многие думают: я придумал то, чего еще нет. Я буду первым. Ребята, если чего-то нет на рынке, то в 99% случаев это там никому не нужно. Конкуренция – это лучший индикатор того, что в нише есть деньги. Как проверить спрос, не выходя из дома? Яндекс.Форстат и Google Trends. Это база. Введите название своего продукта или услуги. Если вы видите 50 запросов в месяц на всю страну, то закрывайте лавочку. Если видите 1000, отлично. Рынок живой. Анализ конкурентов. Посмотрите, что люди спрашивают в комментариях у ваших будущих конкурентов. Если под видео про ремонт квартир все пишут: а как найти нормальных мастеров, которые не пьют? Вот вам и бизнес-идея. Сервис по подбору проверенных бригад с гарантией. Авито и маркетплейсы. Посмотрите количество продаж похожих товаров. Если на Wildberries товар вашей категории имеет 1000 отзывов, то значит люди готовы платить. Ваша задача на этом этапе найти не уникальную нишу, а голодную нишу. Там, где спрос превышает предложение или где предложение откровенно плохое. Кстати, про поиск ниш. Мы знаем, как сложно иногда просто сдвинуться с мертвой точки и найти ту самую идею, которая выстрелит. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, где каждый день мы рассказываем свежие, актуальные бизнес-идеи со всего мира. Ссылка будет в описании. Второй фильтр – экономика. Это то, где сыпятся гуманитарии. Вы должны посчитать 2 вещи: юнит-экономику и срок окупаемости. Юнит-экономика — это сколько вы заработаете с одной продажи, то есть с одного юнита. Например, вы продаете букеты цветов за 3000 рублей. Себестоимость цветов 1000, упаковка и лента 100, доставка 400, привлечение клиента 800, зарплата флористу 300. Итого ваши расходы 2600 рублей, а ваша чистая прибыль с букета 400 рублей. А теперь подумайте, сколько букетов вам нужно продать, чтобы просто оплатить аренду помещения в 100 тысяч рублей. 250 букетов. Это почти 10 букетов в день только на аренду. А на что будете жить вы? А теперь про срок окупаемости. Если вам нужно вложить 5 миллионов в оборудование, а чистыми вы будете получать 50 тысяч в месяц, вы окупитесь через 100 месяцев.
Это почти 8 лет. За это время оборудование устареет, а вы выгорите. Хороший малый бизнес должен окупаться за 12-18 месяцев. Если математика на бумаге не сходится, в реальности она не сойдется тем более. Налоги, кассовые разрывы, возвраты съедят вашу прибыль. Поэтому считайте пессимистичный сценарий. Расходы умножайте на 1,5, а доходы делите на 2. Если даже так получается плюс, то можно идти дальше. Кстати, расчет срока окупаемости мы уже подробно разбирали на нашем канале. Смотрите. Третий фильтр. Вы сами. Это самый важный блок. Ответьте на вопрос, почему именно вы? Если завтра в вашу нишу зайдет компания с бюджетом в 10 раз больше вашего, почему клиенты останутся с вами? Разберем 3 категории преимуществ. Первое – это экспертиза. Это когда вы знаете индустрию изнутри. Например, вы 5 лет проработали в логистике и знаете, где транспортные компании теряют 15% прибыли на пустом месте. Ваша идея бизнеса – софт для оптимизации этих потерь. Конкурент со стороны просто не поймет эту боль, пока не потратит годы на изучение. Второе – ресурсы. У вас есть уникальный доступ к поставщикам, дешевому сырью или база данных клиентов. Если ваш отец владеет карьером, то ваш бизнес по производству бетонных изделий изначально имеет преимущество по себестоимости перед любыми конкурентами. И третье – это социальный капитал. Если у вас есть аудитория в 50 тысяч человек, которая вам доверяет, стоимость привлечения клиента для вас будет равна нулю. Это мощнейшее преимущество в 2026 году. Упражнение для вас. Выпишите 10 своих активов. Это не деньги, это ваши знакомства, ваши специфические навыки, например, умение настраивать сложную аналитику. Ваша бизнес-идея должна опираться минимум на 2 таких актива. Если идея никак не связана с тем, что вы уже умеете или имеете, то вы начинаете с отрицательным результатом. И последний фильтр – это тест реальностью. Самая большая ошибка – это потратить полгода на разработку продукта, который никому не нужен. Как же можно сделать тест за 48 часов? Первый метод – это метод дымовой завесы. Сделайте лендинг на конструкторе, опишите ваш продукт так, будто он уже существует. Поставьте кнопку «Заказать» или «Узнать цену», запустите трафик, таргет или контекст на 3-5 тысяч рублей. Здесь ваша метрика – это процент людей, которые нажали кнопку и оставили контакты. Если цена лида, то есть заявки, вписывается в вашу юнит-экономику, то идея рабочая. А если же нет, то меняйте оффер или бросайте идею. Второй вариант – это консьерж-тест. Если вы хотите запустить сложное приложение, сначала попробуйте оказать эту услугу вручную. Хотите сервис по автоматическому подбору гардероба, сначала сами станьте стилистом для 5 клиентов. Если люди готовы платить вам за ручную работу, значит автоматизация имеет смысл. Третье – предпродажи. Лучшее подтверждение идеи – это деньги на вашем счету. Скажите клиентам, продукт будет готов через месяц, сейчас вы можете купить его со скидкой 50%. Если люди несут деньги, вы нашли золото. Запомните, ваша задача не создать идеальный продукт, а максимально быстро и дешево получить отказ от рынка. Чем быстрее вы получите «нет», тем меньше денег вы потеряете. Давайте подведем итог. Выбор идеи для бизнеса – это не озарение, это работа с таблицами и аналитикой. Проверьте, ищут ли люди решение проблемы. Посчитайте, принесет ли вам клиент в 3 раза больше, чем вы потратили на его поиск. Оцените, есть ли у вас преимущество, которое нельзя просто купить за деньги. Протестируйте спрос, прежде чем нанимать сотрудников или снимать офис. И если вы прошли все 4 этапа, у вас в руках жизнеспособный проект. Поздравляю! Но что делать дальше? Выбор идеи – это только фундамент. И чтобы построить на нем здание, вам нужны инструменты. Поэтому я рекомендую вам сделать 2 следующих шага. Первый. Посмотрите мой ролик «Как написать бизнес-план». Там я даю конкретную структуру, которая поможет вам оцифровать все то, о чем мы сегодня говорили, и превратить это в пошаговый алгоритм действий. Второй. Изучите видео «Как развивать свой личный бренд». Как мы сегодня выяснили, ваше доверие со стороны аудитории – это ваше несправедливое преимущество. В 2026 году бизнес без лица стоит в разы дешевле. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал с бизнес-идеями, ссылка будет в описании. Ставьте лайк, если это видео было полезным. И напишите в комментариях, какую идею вы тестировали, но она у вас провалилась и почему. Действуйте, увидимся в следующем ролике.